Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я вам хочу показать два притягательных джемпера, очень красивых, стильных и модных. И первый перед вами. Это свитер с рельефными плотными узорами. И такие модели уже давно стали символом моды и популярности. Они создают массу прекрасных стильных образов, которыми вдохновляются мировые дизайнеры. Рельефные узоры обычно выполняются на фоне изнаночной глади или, как в нашем случае, жемчужного узора. И, конечно же, это очень выглядит изысканно и придает изделию особый шарм. Давайте поговорим про пряжу. При выборе пряжи для такого свитера с рельефным узором, конечно, надо смотреть на сезон, для которого вы вяжете. Для зимы подходит пряжа из смесей мериносовой шерсти и альпаки с добавлением акрила. Для лета лучше выбрать хлопок или шелк. Стиль вязки может быть любым, от классического с рукавом акката до свободного, непринужденного, как в нашем случае, со спущенным плечом. И главное, чтобы модель была удобной, соответствовала вашему вкусу. Особенность этого свитера, конечно же, в его универсальности и разнообразии. Он подходит для любого типа фигуры, прекрасно сочетается с разными предметами гардероба. Свитер можно носить с джинсами, брюками, классическими юбками, создавая разные образы на каждый день. Цветовое решение тоже может быть любым, зависит от вашего вкуса, вашего настроения, вашего стиля. Можно выбрать белый, серый цвет, которые подойдут к любому образу, то есть такие нейтральные цвета. Сюда же относится бежевый цвет. Или яркие, сочные оттенки, которые сделают вас заметной, стильной. Одним словом, такой свитер с плотным рельефным узором, тем более с вертикальными такими узорами. Посмотрите, такие узоры вертикальные зрительно странят фигуру, делают ее более визуально стройной. С помощью такого свитера вы можете создать множество образов, и это станет отличным дополнением к вашему стилю. Поэтому давайте более детально, если вас вдохновила такая модель, давайте более детально посмотрим выкройку и схему. Данный джемпер связан у нас из пряжи средней толщины. Здесь у нас используется прекрасный шоколадный оттенок. Очень красивый свитер с высоким воротом, связанным резинкой 1 на 1. Вариант у нас спущенное плечо, выкройка. И давайте посмотрим узоры. Смотрите, я нарисовала схему узоров. Значит, у нас идет здесь классическая бабочка. Видите, да, очень красивая бабочка у нас идет. И рельефные вот такие змейки, зеркально-симметричные, 2 змейки идут. Все это вяжется на фоне изнаночной глади. Далее у нас идет жемчужный узор, я его еще часто называю путанка. И у нас с вами все это дело располагается симметрично относительно центральной широкой полосы, связанной с жемчужным узором. Рельефные вот эти мотивы наши. Вертикальные узоры, вы сами знаете, зрительно стройнят фигуру. Рукава у нас украшены также жемчужным узором, и с 2 сторон зеркально-симметрично идут узоры с бабочками. То есть узор с вот этими переплетениями, змейкой, на рукавах не используется. Небольшой окат у нас используется у рукава, такой, знаете, чисто импровизированный. Вот, и спущенное плечо. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас выкройку, какую я вам предлагаю выкройку, и схему узора. Хотела бы еще обратить внимание, что свитер очень хорошо дизайнерским придуман, не перегружен узорами. Спиночка у нас тоже связана с жемчужным узором.
Хотела бы еще сказать, что когда будете делать расчет, обязательно учитывайте, что у вас на спиночку будет набираться меньшее количество петель, поскольку плотность у нас рельефного узора и вот этой жемчужной вязки, которая равна лицевой глади, будет различная. Вот, поэтому обязательно это обратите внимание, вам придется вязать два образца для жемчужного узора и для рельефного узора. Плотность будет другой. Вот такие узоры я нарисовала вам, схемы. Смотрите, значит, у нас с вами змеечка у нас с вами занимает 14 рядов в высоту, 10 петель. На фоне изнаночной глади вяжутся переплетения. И бабочка у нас занимает 10 петель. И раппорт ее в высоту составляет 8 петель. Ну и жемчужный узор я вам тоже здесь изобразила. Вот он у нас слева идет. Всего 2 петли занимает узор. Предлагаю вам использовать вот эту выкройку. Здесь нет размеров. Вы поставите свои размеры сами, личные, индивидуальные. Свободу облегания, конечно, стоит учитывать. Если вы хотите очень свободный такой джемпер, то вам надо пошире сделать ширину. Длину тоже можно вязать как короткий, так и удлиненный вариант. И небольшой окатик. Вот здесь вот тоже предусмотрены рукава. Ну и давайте сейчас перейдем с вами к второй модели. Это ажурный джемпер, очень красивый. И снова у нас ажурная красота. Красивый ажурный джемпер. Вы знаете, что вязаные ажурные модели всегда были и остаются популярными в мире моды. Они создают множество прекрасных образов, которые вдохновляют мировых дизайнеров на создание новых коллекций. При выборе пряжи для такого джемпера всегда учитывается сезон. Летом, конечно же, этот джемпер будем вязать из хлопка, льна или шелка, или с добавлением этих нитей. Да? Зимой шикарно смотрится из мериноса или шерсти с добавлением акрила. Этот джемпер нам позволяет создать удобную стильную модель, которая подойдет для любого типа фигуры. Джемпер довольно универсален, отлично сочетается с разными видами одежды и подходит для создания разных образов. Я вот вам, видите, представила отдых где-то в тропических странах, конечно. Ну, просто для отдыха на природе, мне кажется, шикарно подходит этот джемпер. Если вы будете его хотите использовать как праздничный вариант, можете добавить, выбрать пряжу светлых тонов, типа белого какого-то, или яркого нарядного образа можно составить с помощью выбора яркой пряжи. То есть здесь цвет джемпера зависит от ваших предпочтений и выбранного стиля. Мне кажется, прекрасно будет смотреться эта модель из пряжи с люрексом, потому что такой красивый узор создает, конечно, образ нарядного такого джемпера. Сейчас я покажу вам выкройку и схему этой модели. Лично меня очень завораживает это немного рельефно-ажурный узор, красивый свободного стиля джемпер, который подходит на разные размеры идеально. Узор тоже несложный. Выкройка у нас свободного кроя со спущенным плечом используется. Девочки, очень красивый вариант. И я не случайно вот его вам показываю в разных образах. Увеличиваю вам, укрупняю узор. Здесь его можно использовать как для летнего отдыха, как нарядный какой-то элемент гардероба вашего. Смотрите, как он прекрасно будет смотреться на фоне моря, да? Вообще на природе хорошо смотрится. Это красивая вещь.
Я нарисовала схему. Давайте посмотрим с вами выкройку. Вот такую выкройку я предлагаю использовать. У нас здесь с вами идет спущенное плечо, видите, скос по плечу. Регулируете для себя ширину и высоту изделия, то есть длину от вашего роста будет зависеть, ну и от ваших предпочтений. Укороченный вариант, удлиненный вариант, средний вариант какой-то используется. Здесь уже все на свободное облегание достаточно хорошо учтено. На первый размер 42-44 идет, вот 52 это очень хороший вариант для ширины такого размера. Это я назвала вам российские. Далее идут по размерам. Продолжите, да, сами мысленно. И вот схема узора у нас с вами. 20 петель составляет раппорт узора, 18 рядов – это высота раппорта. И смотрите, горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная черточка – это лицевая петля. Накид обозначается кружком. Треугольник 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот все условные обозначения. Узор несложный, очень красиво получается. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, накиды в том числе провязываем изнаночными. Вот. И обратите внимание на то, что у нас довольно-таки рельефно выступы вот эти идут изнаночной глади, петельки, да. Имейте это в виду, очень красивый узор. Я не случайно здесь вам изобразила на фоне природы, на фоне моря. Считаю, что эта модель очень хорошо подходит для летнего отдыха, для морского какого-то, для морской прогулки какой-то, да. Смотрите, цвет такой благородный, телесный, красивый, элегантный образ воздушный у нас получается. Правильно подберите пряжу. Если выберете пряжу с люрексом, будет вообще шикарнейшим образом смотреться. Будет нарядный вариант. Представляете, белый такой джемпер из пряжи с блесточками, мерцающий такой. Ой, какой же будет красивый вариант нарядного джемпера. Смотрите, какая отделочка у нас идет по вырезу горловины, да, такая тоненькая полосочка изнаночной глади. Резиночка по низу довольно-таки высокая, 1 на 1 используется, по рукаву то же самое, 1 на 1 резиночка, планка используется высокая. Вы, конечно, под себя можете менять конструктив, то есть можно даже классическим видом, но мне кажется, что вот этот вот спущенный рукав, такой непринужденный, свободный, расслабленный образ для летнего какого-то варианта одежды, это самое, что ни на есть красиво и стильно смотрится. А сейчас, мои хорошие, я завершаю свой обзор. До новых встреч!